Всем привет, с вами Дэн, и впервые на канале бренд Кронос с Алиэкспресс. Многие мне в комментариях про него писали, Дэн, обрати внимание, шикарная модель. И вот спасибо моему другу Виталию, который купил эти часы и дал мне их на обзор. А я вам сейчас про них расскажу, и мы поговорим про этот бренд. Значит, здесь вот такая вот инструкция идет на двух языках. Дальше гарантийная карточка. Дальше инструмент для укорачивания браслета. Ну, кстати, вот такой travel кейс очень удобный, как мне кажется, в хозяйстве, что называется, пригодится. Это плюс. Ну и самое главное, конечно же, давайте вот так вот сейчас мы тут вытащим эти часы из пленочек. И с ними будем знакомы. Ого! А 9015, ты знаете, о чем говорит? Да, внутри Miyota 9015, да еще и карбоновый, как я понимаю, циферблат. Вау! Бомбяу. Снимаем пленки и продолжаем. Ну что же, Кронос — это бренд, который можно купить, конечно же, на AliExpress. И там довольно-таки большой выбор, очень много моделей. Есть интересные, есть хомажи, есть прям вот такие потрясающие красивые циферблаты. Так что поковыряться, поискать можно. И ссылку я оставлю в описании к этому ролику. Но на AliExpress есть и другие часы, есть другие бренды, есть более интересные, есть какие-то прям умопомрачительные. Есть телефоны, есть и новогодние, конечно же, подарки. Так что выбрать есть из чего. На AliExpress, в принципе, есть все. Итак, значит, распаковал референс у модели L6040M. Версий очень много, там разные вариации. Конкретно эта версия на Miyota 9015. Есть еще версия на PT5000, есть на Селите. Здесь циферблат серый, и он называется Frosted, да, то есть такой замерзший, замороженный. Есть там еще циферблаты березка, светлый, темный, короче, много всего всякого разного. Стекло сапфировое, механизм, как мы уже с вами выяснили, Miyota 9015. Водозащита 100 метров, суперлюминово BGW9 здесь. Ну, как видите, визуально это такой хомаж Grand Seiko, естественно, даже и березку там они в других версиях сделали. И что касается цены, то официальная цена на AliExpress без скидок, без купонов, без всего $267 вот в этой версии. А на момент записи на российском AliExpress было 21 тысяча рублей, плюс давали купон 18 тысяч рублей. Виталий, насколько я знаю, их даже еще дешевле взял. Короче говоря, с учетом механизма и характеристик, заявочка очень и очень существенная. Ну и осталось нам разобраться по размерам и, естественно, по качеству этих часов. Об этом мы уже с вами скоро поговорим. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь. 39 диаметр, высота. Стекло немножко возвышается, где-то на миллиметр полтора. 11,5 у меня получается. Браслет 20. То есть можно стороннее что-нибудь ставить. От ушка до ушка 45,6. Ну что ж, размеры универсальные, размеры такие гранд-сейковские. Мое запястье 18,5 сантиметров в обхвате. И вот такая у нас посадочка получается. Кстати, про запас аж 6 сантиметров, а то и больше. И смотрите, как мне нравится, как они сделали, да. Ну, китайцы уже давно научились делать вот это вот. В отличие от других производителей других стран, когда у вас первое звено не топорщится, да. Вот у нас первое звено крепится к корпусу, потом раз, ни вот здесь, ни здесь, нигде не топорщится, и браслет уже аккуратно идет по запястью. Кстати, браслет удобный, показалось, что да, внутренняя часть не острая, внутренняя часть не режет, приятно сделано, хорошо. Сидит приятно на запястье, тонкие часы, невысокие, ну и прям хорошо, и переливаются метки накладные, выглядит дорого, богато, я бы сказал. Запас просто огромный. Застежка на, значит, двойном у нас фиксаторе. Есть система push, вот эта, которую уже многие применяют, когда мы нажимаем. Ну и, собственно, немножко можно подстроить там на примерно в районе полсантиметра. Быстрая подстройка под запястье, мне кажется, это максимально удобно. И вообще во всех браслетах такое пора бы уже сделать. Нет системы быстрой замены. Браслет на винтах, да, у нас?
Да, на винтах. Отлично. Ну и что же? И что же? Задняя крышка прозрачная. Здесь Miyota. Основные характеристики. И сочетание полировки по корпусу. Сатинирование по боковой части. Ну и вот эти придающие шик боковые полосочки такие на ребрах с зеркальной полировкой. И на ранте тоже зеркальная полировка, и высокое стекло идет. Хорошо. Мне очень нравится, как сделан корпус. Очень круто. Вот здесь на ушках тоже с внутренней части идет зеркальная полировка. Видите, да, как это все переливается. На солнце будет вообще красотища. Очень здесь приятное сатинирование идет по боковой части. Супер круто сделано. С нижней части тоже зеркальная полировка. На мой взгляд, браслет может быть чуть-чуть, знаете, вот похуже сделан, чем корпус. Здесь, не поймите неправильно, тоже все очень приятно, да, и геометрия приятная, и он не резкий с нижней части, и на боковой части, смотрите, здесь тоже зеркальная полировочка. Ну вот, наверное, что как бы немножко корпусу не соответствует, более грубое сатинирование здесь идет, и вот эти звенья, они в сейковском браслете и на многих китайских браслетах идут раздельные, да, то есть центральное звено он состоит из 3 частей. А здесь просто они как бы такой вот сделали углубление. Поэтому оно немножко вот, ну, как хотелось бы, может быть, чтобы браслет был чуть лучше сделан, чтобы он лучше соответствовал корпусу, потому что корпус сделан просто потрясающий. Браслет норм, да, хороший браслет, и свои деньги, и с учетом того, что здесь Miyota 9015, ну, вопросов, в общем, никаких и не должно быть. Корпус и циферблат. Циферблат мне нравится, да. Сначала смотришь и кажется, что это как на новой механике, вот первой механике Casio. Здесь такой карбончик серый. Но нет, здесь именно такая вот текстурка, потом посмотрим на макро, и именно вот замороженный, как будто у нас серый циферблат. Дата с окошком, ну, опять же, как у Grand Seiko. Здесь она достаточно неплохо вписана в общую канву, потому что крупные метки, вот здесь особенно сдвоена на отметке 12 часов, и все зеркально, все переливается, поэтому отлично. Нет, мне кажется, тут даже дата окей, тем более Grand Seiko тоже окей. Заводная головка, тут зеркальная полировочка, стрелка с красным наконечником и классические, опять же, такие сейковские стрелки, у которых и сатинирование, и зеркальная полировка, и внутри еще и у нас люм. И давайте смотреть макро. Мне интересно посмотреть, конечно, стрелки. Плоские они или даже здесь объемные. Вес на полном браслете 153 грамм, даже чуть меньше. Хороший вес. Часы чувствуются на запястье, но при этом не особо тяжелые. Вот она, та самая морозная текстурка. Накладной лого, накладные метки, сатинирование, зеркальная полировка по боковой части. Разметка, смотрите, минутная, да, на внутреннем ранте. Вертикальное сатинирование по верхней части ранта. Красиво, да. Стрелки. Что у нас стрелки? Объемные стрелки, да, объемные стрелки. Боковая часть скошена и с зеркальной полировкой, а верхняя часть с сатинированием. Если я не ошибаюсь, то это очень круто сделали. Или они все-таки плоские? И это просто эффект такой, да, когда зеркалка идет. Да, по-моему, все-таки... Ну, нет, они не плоские, они, короче говоря, все-таки высота есть, а не маленькая. Она позволила боковую часть сделать зеркальной, и за счет этого вот создается еще больше эффект объема по стрелкам. Круто, круто, молодцы. За это плюсик прям. Ушки симпатичные, здесь вот сатинирование приятненькое такое все. Не, круто сделано. По машинной обработке это прям топ. По корпусу, по циферу. Браслет. Ну вот о чем я вам, в принципе, говорил. Хотя, знаете, на макро неплохо. Приятный браслет. Своих денег стоит. Да, не такой здесь уровень сатинирования, как по корпусу. Это очевидно. Но это очень приличный браслет. Ну что ж, знакомство с Кроносом стало очень даже интересным. Мне понравился бренд. Наверняка у него есть и другие интересные бомбические модели. Обязательно напишите, что еще из Кроноса посмотреть. Что еще в целом нового, интересного. И может не очень нового, но то, что я пропустил, есть на AliExpress. А у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.